Эй, ребята, как вы думаете, что скрывается за железными занавесами Северной Кореи? Сегодня я открою завесу тайны о батальоне удовольствий, одном из самых необычных и, возможно, зловещих подразделений северокорейской армии. Это как будто кто-то взял сюжет для триллера и сделал его реальностью. Эти женщины живут в мире, который так далек от нашего, что кажется вымыслом. И сейчас мы заглянем в этот мир, чтобы понять, это удовольствие или настоящий капкан. Приготовьтесь удивляться. История, которая захватит вас с головой. Шокирующее признание одной перебежчицы. Йон Ми Пак, 30-летняя беженка из Северной Кореи, раскрыла шокирующие подробности существования так называемого «отряда удовольствия», для которого лидер страны Ким Чен Он ежегодно выбирает 25 девственниц из числа тех, кого предварительно отбирают его помощники. Этот отряд также известен как «гарем правителя». Самой Йон Ми Пак несколько раз приходилось проходить отбор, но она не соответствовала требованиям из-за своего семейного положения. Она утверждает, что девушек выбирают по внешним данным и политической лояльности. Представители Ким Чен Ына посещают школы и детские площадки, начиная отбор с 13-летнего возраста. Как только они находят красивую девочку, первым делом проверяется ее семейный и политический статус. Исключаются те, чьи родственники сбежали из Северной Кореи или имеют связь с Южной Кореей или другими странами, объяснила Пак. Затем следует медицинский осмотр, подтверждающий девственность. Лишь немногие девушки проходят столь строгий отбор. 3 группы девушек обслуживают диктатора разными способами. Одна предоставляет услуги массажа, другая выступает с песнями и танцами, а третья предназначена для сексуальных отношений. Ежегодно на покупку нижнего белья для отряда удовольствия тратится от 3,5 до 5 миллионов долларов, приобретая продукцию известных европейских и американских брендов через посредников. Их задача – поддерживать сексуальные отношения с диктатором и другими мужчинами. Они учатся угождать этим людям – это их главная цель, добавила Пак. Срок службы этих девушек ограничен. В 20 лет их отправляют на пенсию, предлагая определенные привилегии. Они могут самостоятельно выбрать мужа из числа государственных служащих или охранников диктатора. Но так ли это на самом деле? Отряд удовольствий, что о нем известно? В эпоху правления Ким Ир Сена, основателя и вечного президента Северной Кореи, несмотря на его смерть в 1994 году, был сформирован специальный отряд, известный как Кипумджо. В конце 70-х годов XX века, когда влияние Ким Ир Сена достигло своего апогея, он поручил своим подчиненным найти по всей стране самых красивых и одаренных молодых женщин и девушек, чтобы включить их в этот отряд. Некоторые из них становились певицами и танцовщицами, другие выполняли функции горничных. Однако самые привлекательные из них были отобраны для исполнения роли развлекающих женщин для высшего руководства страны. Внук Ким Ир Сена, Ким Чен Он, пришел к власти в 2011 году. Есть сведения, что он временно распустил отряд удовольствий, но с 2018 года его деятельность была восстановлена. Эту информацию предоставил источник, сбежавший в Южную Корею, женщина по имени Ми Хан. По ее словам, сейчас в отряде состоит около 2000 женщин, возраст которых не превышает 20 лет. Первый этап отбора осуществляется специальными офицерами и государственными чиновниками. Критерии отбора разнообразны, от физической подготовки до внешности. Каждая девушка должна обладать каким-либо талантом в искусстве. После успешного прохождения отбора новички проходят обучение. Все они обязаны пройти интенсивную военную подготовку под руководством офицеров спецназа. Таким образом, формируется универсальная команда. Девушки могут как развлекать лидера на сцене, так и защищать его в случае угрозы. 50 лучших и самых красивых представительниц отряда всегда сопровождают лидера КНДР. Состав этой личной охраны меняется каждые 2 месяца. Ким Чен Он щедро награждает своих фавориток. По данным тех же перебежчиков из Северной Кореи, ежегодно на одежду для личных телохранителей лидера тратится около 3 миллионов долларов. Отбор в Кипумджо проходит с большой строгостью. Даже такие параметры, как рост,
имеют жесткие ограничения. Девушки не могут быть слишком высокими. Максимальный допустимый рост составляет 5 футов 3 дюйма, что соответствует предпочтениям Ким Чен Ына. То есть получается, что это личная охрана северокорейского лидера с набором дополнительных функций. Плохо это или хорошо, каждый решает для себя сам. Вообще, если разобраться, КНДР – это очень необычная страна в армейских рядах. Северная Корея основывает свое функционирование на идеологии Чучхе, что подразумевает опору на собственные силы. Ключевым принципом Чучхе является Сонгун – приоритет армии. Военная служба считается престижной, и значительные ресурсы направляются на поддержание вооруженных сил. Практически все девушки в возрасте от 17 до 20 лет обязаны служить в северокорейской армии. До 2015 года военная служба для женщин носила добровольный характер, но затем руководство страны ввело обязательный призыв. Ким Чен Ын в 2003 году сократил сроки службы как для мужчин, так и для женщин. С 13 до 10 лет для мужчин и с 10 до 7 лет для женщин. Также минимальный допустимый рост для женщин-военнослужащих был снижен до 4 футов 7 дюймов в 2012 году. Призыв в армию происходит дважды в год – в апреле и августе. Весной призываются выпускницы школ, а летом – девушки старшего возраста. Женщины в армии меньше заняты военной и строевой подготовкой, но активно участвуют в бытовых обязанностях, таких как уборка казарм и приготовление пищи. Для многих северокорейских женщин служба в армии становится социальным лифтом. После завершения службы они получают возможность поступить в университет, устроиться на высокооплачиваемую работу или заключить выгодный брак. Несколько лет назад британское издание The Guardian и другие иностранные СМИ публиковали истории Ли Со Эн, перебежчицы из Северной Кореи, прослужившей в армии 10 лет. Она заявляла, что условия службы в казармах невыносимы. Трудности армейской жизни нарушают женские жизненные циклы, а девушки страдают от голода, избиений и изнасилований. Лично я не склонен полностью доверять подобным рассказам, считая, что перебежчики зачастую преувеличивают негатив. Например, многие воинские подразделения состоят исключительно из женщин, что снижает вероятность изнасилований. Смешанные части характерны преимущественно для элитных подразделений, где контроль за поведением солдат значительно усилен. Права женщин в КНДР. В КНДР женщины, находящиеся в трудоспособном возрасте, могут выбирать профессию, исходя из своих желаний и способностей. Государство предоставляет им гарантии трудоустройства. Для поддержки работающих женщин в городах, деревнях и рыбацких поселках созданы детские ясли, сады, больницы и предприятия бытового обслуживания. Это позволяет женщинам не испытывать трудностей в работе и семейной жизни. На предприятиях, где работает много женщин, такие учреждения являются обязательными. Создание условий для воспитания детей и развития их талантов также является важной частью государственной политики. В этой стране для женщин предусмотрен ряд льгот и привилегий. Многодетные работницы имеют право на сокращенный рабочий день, получают ежемесячные субсидии. Им в первую очередь предоставляют жилье. Беременным женщинам и тем, кто имеет грудных детей, запрещено выполнять тяжелую или вредную для здоровья работу. Они могут уходить в декретный отпуск с сохранением полной заработной платы в качестве пособия. Многодетным матерям присваивают звание «мать-героиня». Они пользуются особыми привилегиями в обществе. 30 июля 1946 года в КНДР был принят закон о равноправии женщин. С тех пор жительницы Северной Кореи наравне с мужчинами принимают участие в выборах в органы народной власти и в других аспектах управления государством. Женщины имеют право избирать и быть избранными, независимо от их профессии, материального положения, уровня образования и т.р. В стране уделяется особое внимание женщинам-руководителям. Многие из них занимают ответственные должности в государственных органах, хозяйственных учреждениях, научных институтах, образовательных организациях, медицинских учреждениях, культурных заведениях и других сферах жизни. Социальное неравенство. Несмотря на значительный прогресс,
Полное равенство полов в Северной Корее еще не достигнуто. Предпочтение по-прежнему отдается сыновьям, а не дочерям. Женщины продолжают выполнять основную часть, если не всю, домашней работы, включая приготовление завтраков и ужинов, а также работают вне дома. Большинство женщин трудоустроены в легкой промышленности, где их заработная плата ниже, чем у мужчин, работающих в тяжелых отраслях. В офисе они обычно занимают должности секретарей и других работников низшего звена. Для облегчения домашнего труда женщин были созданы продовольственные предприятия, позволяющие приобретать готовую пищу для семейных нужд. Одной из важнейших задач женщин стало воспитание детей в духе коммунистических ценностей на основе собственного опыта. Разделение половых ролей подтверждается практикой раздельного обучения мальчиков и девочек в начальных и средних школах. Программы обучения для мальчиков и девочек также различаются. Мальчикам уделяется больше времени на физическую подготовку, а девочкам – на домашнее хозяйство. Однако в университетской системе женщины часто выбирают такие направления, как медицина, биология, иностранные языки и литература, внешность и уход за собой. В Северной Корее женщины вынуждены следовать строгим правилам, касающимся их внешнего вида. Государством установлен официальный дресс-код, запрещающий яркий макияж, высокие каблуки, модные аксессуары и продукцию известных мировых брендов. Открытые плечи или живот также считаются неприемлемыми. Хотя ранее существовал запрет на ношение брюк, в настоящее время он снят. Типичный деловой наряд для северокорейской женщины включает костюм-тройку с юбкой. Часто женщины носят значки с изображением бывших и нынешних лидеров страны. Исключением из правил является чосонот – традиционная одежда, похожая на сарафан, изготовленная из яркой однотонной ткани без рисунков. Чосонот надевают только по особым случаям, таким как дни рождения великих вождей. В такие дни улицы города наполняются яркими цветами – розовыми, голубыми и другими пастельными оттенками. В повседневной жизни женщины отдают предпочтение скромным и практичным нарядам нейтральных оттенков. Косметические продукты, производимые в Северной Корее, считаются одними из лучших в мире. Наиболее популярным брендом косметики в Северной Корее является Spring Scent. Вопреки возможным ожиданиям, основным продуктом этого бренда является не парфюмерия, а уходовая косметика. Главным компонентом косметических средств является женьшень. Кроме того, в составах используются разнообразные ингредиенты, которые также исключительно национальные и натуральные. Фитнес-центры в столице Северной Кореи стали местом, где можно немного отступить от государственных ограничений. Там женщины могут носить яркую спортивную одежду, что невозможно в обычной жизни. Любовь, отношения и брак в Северной Корее. В Северной Корее существуют определенные возрастные ограничения для вступления в брак. Женщины могут выйти замуж по достижении 25 лет, а мужчины – 27. После официальной регистрации брака в муниципалитете новобрачные отправляются отдать дань уважения памятнику Ким Ир Сена, а затем делают памятные снимки в парке. Свадебные церемонии проходят скромно и придерживаются древних традиций, ведь пышные торжества в стране не поощряются. Замужние женщины носят более короткие прически, чем незамужние. Несмотря на официальный запрет контрацепции, ее все равно ввозят в страну нелегально. Многие женщины используют внутриматочные спирали. Поскольку в школах нет уроков полового воспитания, подростки получают информацию об этом от родителей, братьев, сестер и друзей. Сегодня молодежь встречается на днях рождения, в парках или укромных уголках многоквартирных домов. В соответствии с традиционными патриархальными нормами, в корейском обществе принято, что жена должна быть послушной и поддерживать супруга, особенно если он не может обеспечить семью. По этой причине многие кореянки ищут различные способы заработка, включая нелегальную торговлю импортными товарами. Этот бизнес нередко процветает благодаря сотрудничеству с коррумпированными государственными служащими, которые делят с женщинами доходы. Примечательно, что около 80% всех деловых операций в стране проводятся вне правового поля. Государственный контроль за супружеской верностью. В Северной Корее действуют особые механизмы для обнаружения и наказания супружеской неверности,
обеспечивая тотальный контроль над личными взаимоотношениями граждан. Основную роль в этом играют системы доносительства и общественного осуждения. Как только факт измены становится известным, он оперативно регистрируется и передается соответствующим органам. Последующее разбирательство проводит так называемая народная группа, орган, схожий с комсомольскими организациями или политическими союзами. Именно это коллективное собрание решает степень вины нарушителей. Наказанием за супружескую измену может стать увольнение с работы, понижение в должности или даже публичное порицание. Однако самым важным последствием является то, что о проступке узнает весь район, что делает личное нарушение общественным позором. Интересным моментом является существование так называемой лазейки – регистрации ночевки у управдома. Если граждане зарегистрируют такое разрешение до 22 часов, то они смогут провести ночь с любым человеком, и это не будет считаться изменой. Эти особенности демонстрируют стремление властей сохранять хотя бы иллюзию личной свободы, одновременно жестко контролируя семейные и брачные отношения. Информацию о Северной Корее сложно проверить на достоверность, учитывая, что это одна из самых закрытых стран мира. Отсутствие доступа к интернету и социальным сетям существенно ограничивает возможности получения информации из первых уст. Туристы, посещающие страну, могут по-разному воспринимать увиденное, а рассказы беженцев нередко окрашены эмоциональными переживаниями, не всегда удачным личным опытом, а также солидным вознаграждением заинтересованной стороны. Я хочу сделать вам предложение, которому уж точно можно доверять. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. А на сегодня это все. До новых встреч!